Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео уделим внимание подаркам, да не просто подаркам, а тем подаркам, которые могут принести вам вред. Какие подарки дарят враги, недоброжелатели, ведьмы, на что вам стоит обращать особое внимание. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца и постарайтесь, пожалуйста, больше таких ошибок не допускать. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите: «Я благодарна за изобилие в моей жизни прямо сейчас. Я живу в радости и счастье. Истинно да будет так». Не забудьте написать ваше полное имя. Еще раз: «Я благодарна за изобилие в моей жизни прямо сейчас. Я живу в радости и счастье». Подарки способны радовать людей, дарить положительные эмоции, напоминать о тех, кто его преподнес. Но главное, чтобы они были от чистой души и доброго сердца. Иначе они будут вместо положительных энергий притягивать негативные, а вместе с ними и неприятные события. Важно понимать, от кого вы берете подарок, так как это способно вас уберечь от помысла того, кто относится к вам с завистью или желает вам зла. Если вы ощущаете на подсознательном уровне, что с подарком что-то не так, что его не стоит брать, не берите. В данном случае срабатывает ваша интуиция и оберегает вас от тех бед и неприятностей, которые данный подарок способен привлечь в вашу жизнь. Если же вы берете подарок в руки, а вам в этот момент кажется, что от него веет теплом, вам комфортно, хорошо, значит, подарок подарен с искренностью и будет наполнять вашу жизнь чем-то хорошим, приятным. Если это ювелирное украшение, сувенир, то сможет стать для вас и оберегом. Существует много вещей, которые никогда не стоит дарить, и точно так же принимать в дар. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до того, что все, что вы имели прекрасного в своей жизни, уйдет из нее, а неприятности, печали, беды придут. Можно из-за неправильного подарка сойти с выбранного пути, вернуться на него будет очень непросто. Биополе будет слабым, а жизненные силы покинут вас. Очень аккуратными нужно быть с таким подарком, как ножи. Они способны притягивать разрушительные энергии, разрушать все, что будет вокруг них находиться. Так, например, если такой подарок подарят семейной паре, которая живет в согласии, без ссор, ругани, недомолвок на протяжении многих лет, то она может распасться, так как они нарушат ее энергетическую связь. Если мать жениха или невесты негативно относится к выбору своего ребенка и на торжество преподнесет такой подарок, то семья очень скоро разведется с большим скандалом, а также с ненавистью. От любви не останется и следа. Если такой подарок принесет тот, кто завидует вашему жилью, уюту и комфорту, который вас окружает, то в дом придут большие трудности, проблемы, перестанут поступать светлые энергии в нужном количестве, что сделает энергетику данного жилья достаточно слабой. Это будет сказываться и на энергетическом поле всех членов семьи, которые живут в данном доме. Если вы знаете, что кто-то наслал на вас порчу, сплетничает за вашей спиной, желает вам только всего плохого, подарите такому человеку ножи. Но про себя в этот момент скажите такие слова: «Эти ножи вернут все то зло, что ты мне отправлял. Пожелания твои к тебе же развернут и урок преподнесут». Не берите за такой подарок монетку, так как это нейтрализует действие от подарка, и вы не получите нужный результат, так как данный человек и далее, к сожалению, будет приносить вам вред. Также стоит воздержаться и от таких подарков, как булавка, шпильки, шампура, кинжалы, ножницы, так как это все также способно притягивать нехорошие энергии, а вместе с ними и злые энергии, такие же события.
На кончике острия обычно собирается негатив, который испытывает тот, кто вам преподносит такой подарок. Когда вы его принесете в дом, он быстро переплетет эти энергии с энергиями жилья. Это не только разрушит семью, но и планы на будущую жизнь. Ни одно дело, за которое вы в этот период возьметесь, у вас не закончится успехом. Депрессия, апатия, приступы паники, недомогания станут вашими спутниками. Такие предметы можно брать в подарок только от тех людей, в искренности которых вы уверены. Например, булавку могут подарить родители. Тогда она действительно станет для вас талисманом, способным уберечь от жизненных трудностей, проблем, бед. Хорошо, если кто-то из родителей вам ее приколет, проговаривая при этом в этот момент слова от чистого сердца. Зеркало – это еще один подарок, который может быть даже опасным, так как это сакральный предмет, и тому, кто в него смотрит, может передавать все помыслы и наговоры, которые ранее в него были проговорены. Может и приумножать энергии, которые излучает. Если вам подарит зеркало более старшая женщина, особенно та, с которой у вас не очень дружеские отношения, то оно будет передавать ей ваши жизненные силы и светлая энергия, а вам ее негативная энергии. Она сможет у вас отбирать энергии красоты. Если по какой-то причине вы не отказались от такого подарка, обязательно оботрите его соляным раствором, проговаривая при этом такие слова. Если тебя с негативом мне преподнесли, его соль собирает, убирает, нашу связь с тобой разрывает. После чего постарайтесь вынести его из дома, чтобы не рисковать. Такие предметы, окружающие вас, должны быть куплены только вами или же тем, с кем вы живете под одной крышей. Другим возле вас или в вашем жилье не место. Никогда не принимайте в дар старинные зеркала, так как они способны перевернуть вашу жизнь, разрушить ее или даже отобрать. Если вы преподнесете зеркало кому-то, то вместе с ним подарите данному человеку часть своей энергетики. Поэтому это делать можно только в том случае, когда хотите с этим человеком обрести неразрывную связь. Если вы знаете, что у вас есть соперница или же о вас кто-то сильно сплетничает, подарите такому человеку маленькое зеркальце и скажите в этот момент такие слова: «То зло, что мне отправляешь, по отношению ко мне совершаешь, будет зеркало отображать, тебе возвращать, пока не поймешь, что беду и вред мне передаешь». С помощью данного зеркала вы убережетесь от таких энергетических посылов, которые способны продолжать вам вредить. А тот, кому вы его преподнесете, будет притягивать нехорошие энергии в свою жизнь, пока не осознает, что к людям нужно относиться с добром и уважением. Часы – это также опасный подарок, который способен считать время того, кому ему дарят. Если такой подарок по незнанию вам подарят еще и на убывающую луну, то вы можете даже заболеть, или же с вами произойдет несчастный случай, который может закончиться даже трагедией. Если вы приняли такой подарок, а он сломается, то это привлечет в вашу жизнь сплошные неудачи и череду неприятных жизненных этапов. Не стоит дарить часы и людям в возрасте. Это может привлечь к данным людям проблемы со здоровьем. С помощью часов есть возможность обменяться энергиями. Поэтому, если вам преподносят такой подарок, в этот момент подумайте о том, что данный человек хочет вас отобрать, чему завидует, и постарайтесь ощутить его истинные чувства. Такой подарок любимому человеку приведет к частым ссорам, разногласиям, недопониманиям. И если во время свидания или совместной прогулки они остановятся, это приведет к разрыву отношений или к разводу. Если вы решите все-таки такой подарок кому-то преподнести, попросите дать вам за него 8 монет, после чего отдайте их нуждающемуся и проговорите такие слова: «Подарок ничего плохого не принесет, зло не привлечет, только светлыми энергиями данного человека будет окружать, жизнь счастьем наполнять». Лучше дарить сертификат на покупку часов. В таком случае вы обезопасите и себя, и тому, кому вы преподнесете такой подарок, от ненужных энергий и, соответственно, событий. Мыло сейчас столько его разнообразий, что, придя в магазин, не знаешь, на чем остановить свой выбор. Очень популярным стало и то, что сейчас мыло ручной работы стали преподносить в виде подарков. Но такой подарок не так хорош, как его описывают. Вместе с ним
Вы данному человеку преподнесете негативную энергетику, а когда он будет его использовать, то собственноручно привлечет к себе неприятности и невзгоды. Проблемы начнут возникать на каждом шагу. Никакое дело не будет получаться и может прогореть даже выгодный бизнес. Начнутся денежные проблемы. Как только будет заканчиваться что-то одно, сразу будет возникать что-то следующее, и так без конца и без края. Если такой подарок преподнести человеку со слабым энергетическим полем, его жизнь начнут наполнять всевозможные страхи, ночные кошмары, биополе станет еще более слабым. Если преподнести любимому человеку, то как только мыло смылится, то и отношения закончатся. С каждым днем все будет только ухудшаться. Если вы желаете, чтобы кто-то из токсичных людей ушел из вашей жизни, подарите ему подарок в полнолуние, и ваши отношения распадутся очень скоро, и этот человек вас и вовсе никогда не потревожит, просто пропадет из вашей жизни. Но если кто-то не дает вам спокойно жить, вы постоянно ощущаете влияние данного человека на свою жизнь, и вы не хотите, чтобы общение с данным человеком полностью прекратилось, подарите ему мыло ручной работы в среду, проговаривая про себя в этот момент такие слова: «Пусть это мыло тебя от зла освободит, весь твой негатив очистит, чтобы вред больше приносить не могла и влиять на людей не желала, свою жизнью займись и от других отцепись». Вот такой вот простой подарок сможет вас впредь уберечь от влияния данного человека. У него появятся свои заботы и пройдет интерес к кому-либо причинять хотя бы какой-либо вред. А вот к любым подаркам ручной работы нужно быть очень осторожными, так как они способны напитываться энергетикой того человека, который эту вещь или предмет создает. Если же это человек с недобрым сердцем, с темной душой, то такой предмет, попав к вам в руки, будет причинять только вред и неудобства. Ничего хорошего не сможет привлечь. Хлопоты будут не заканчиваться. Через время накопится столько негативных энергий, что они перерастут в разрушительный негатив и тем самым начнут разрушать вашу жизнь. Поэтому такие предметы, вещи можно приобретать только у тех людей, от которых веет спокойствием, добром, комфортом. Тогда их влияние будет положительным и привлечет только приятный этап, поможет добиваться поставленных целей и укрепит ваше биополе. Особенно нужно быть аккуратными с букетами из продуктов и шоколада, так как негативные энергии, которые вы съедите, будут влиять на все сферы вашей жизни без исключения. Можно потерять и любимую работу, разрушить дело, над которым вы работаете, оттолкнуть денежную энергию. Перед тем, как что-то такое приобрести, обязательно пообщайтесь с тем, кто это производит. При этом внимательно прислушивайтесь в этот момент к своей интуиции. Она вам подскажет, как поступить в такой ситуации. Также не стоит преподносить кошелек, особенно если вы не знаете предпочтения и вкусы того, кому вы его дарите, так как такой подарок способен перекрыть денежные каналы. Если человек примет его без удовольствия или же он ему не понравится, будет неудобен. Такой атрибут лучше покупать и, конечно же, выбирать самостоятельно. Если же вы все-таки надумали его преподнести, сходите вместе и выберите подарок, чтобы человек подобрал такой, который доставит ему удовольствие. Не забудьте в него обязательно положить купюру, чтобы не привлечь безденежье с таким подарком. Если вам преподносят такой подарок пустым, не стесняйтесь попросить положить в него купюру любого номинала. Если человек делает это целенаправленно, то такое действие убережет вас от проблем с деньгами. А если вот по незнанию, то вы только так усилите связь с денежной энергией, и кошелек ваш никогда не будет пуст. Не стоит дарить платки, как носовые, так и другие. Не стоит дарить и галстук, бабочку, так как такие подарки могут не только привязать человека на энергетическом уровне, сбив его собственного пути, но и наполнить его жизнь переживаниями, слезами и нехорошими событиями. Если такой подарок будет преподнесен целенаправленно, то через время Вселенная накажет вас, и вы получите в свою жизнь то, что желали данному человеку. Запомните, ничего не бывает безнаказанным, все возвращается. Поэтому, если вы желаете, чтобы в вашей жизни было добро, старайтесь больше добра дарить окружающим людям. Негатив никому ничего хорошего еще не подарил и ни в чем не помог.
Посуду часто используют в виде подарка, но это не такой хороший подарок, как может себе представить, потому что с пустой посудой в дом приходит пустота, отсутствие изобилия и финансовая стабильность. А если она подарена не чистосердечным человеком, то вместе с ней в дом придут ненужные энергии. Размещая ее на столе, вы все это будете очень за короткий промежуток времени приумножать и распространять по дому, из-за чего его энергетика станет некрепкой, и любой негатив извне сможет в него поступать. Если на подарки будут скол, то семья утратит крепкую связь, конфликты ее наполнят. Если что-то будет разбито, значит придут серьезные проблемы, которые затянутся. Не стоит преподносить такой подарок. Во-первых, у каждого человека, как вы знаете, свои вкусы, а во-вторых, если что-то пойдет не так, вы будете себя винить. Но если вдруг все-таки надумаете, чтобы такой подарок не привлек ничего плохого, в него нужно положить 3 монетки желтого цвета, самого большого номинала, который у вас есть. Фигуры птиц – это тоже плохой подарок, который привлечет в дом беду. Если вам принесут такой сувенир, статуэтку, сразу отказывайтесь от него, так как тот, кто это делает, целенаправленно вам дарит такой символ. Поэтому не стоит бояться обидеть данного человека. Не стоит и покупать подарки на последние деньги, иначе у вас будут постоянно возникать финансовые проблемы на протяжении длительного времени. Не стоит покупать их в кредит. Это приведет к безденежью. Денежная энергия вас покинет. Если вы дарите подарок, дарите его с искренними чувствами, с добром, чтобы счастье пришло в вашу жизнь и к тому, кому вы его преподносите. Принимайте подарки также в хорошем расположении духа, чтобы они приносили радость. Ведь вместе с ней вы притянете и светлые энергии. Даже если подарок не от чистого сердца, то не примите весь негатив от него, ведь светлые энергии обязательно придут вам в помощь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу, которая звучит следующим образом: «Я благодарна за изобилие в моей жизни. Прямо сейчас я живу в радости и счастье». Также не забудьте написать ваше имя. Помним, имена пишем с большой буквы. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.